Друзья, приветствую вас! Давайте рассмотрим, какие ключевые новости произошли и что ожидать на открытии фондового рынка российского по движению доллара, рубля, евро, нефти и других активов. Итак, ключевые события сегодня: саммит лидеров ЕС, международные резервы российского банка. Так, и статистика по Америке: 16:30 первичные заявки по безработице, в 16:30 выйдет индекс производственной активности от ФРБ Филадельфия и 18:00 продажи на вторичном рынке жилья. Ну и по традиции вечерком будет выступление Лагард. Такая вот интересная новость. Доллар уступает место в качестве средства платежа евро. Евро набирает обороты. И вполне возможно, что в ближайшее время евро будет главной валютой как платежное средство. Ну и здесь, соответственно, будет позитив для евро и для курса евро к доллару. Единственное, конечно, укрепление евро — это негатив для европейской экономики. Так, ну и вот, что касается восстановления рынка коммерческой недвижимости мирового. Это восстановление протекает очень медленно, оно выбилось из колеи, и здесь на что надо обратить внимание. Дело в том, что приобретение или строительство коммерческой недвижимости — это долгосрочная инвестиция, и в том случае, когда ослабевает интерес, падают инвестиции, это начинает менять рынок на протяжении многих-многих лет. По данным исследовательской компании Real Capital Analytics, за прошедший квартал во всем мире было продано коммерческой недвижимости на 128 миллиардов долларов. Это крайне низкий показатель. То есть обратите внимание, какая цифра по продажам коммерческой недвижимости, порядок цифр во всем мире. И по сути это получается дно с 2012 года. И на самом деле особых изменений по сравнению с предыдущим кварталом, со вторым, не наблюдается. Средняя цена сделки в третьем квартале упала в Азии на 27%, на 37% в Европе и на 59-60% в Северной Америке. По сравнению с третьим кварталом 2019 года. Это дно. То есть недвижимость, она просто выбита из фарватера. Коммерческая недвижимость. Ну и вот эксперты другого американского агентства утверждают, что они, в общем-то, ориентированы на восстановление рынка офисной недвижимости. Но мне кажется, его ожидания они слишком оптимистичны, потому как смена парадигмы мировой экономики, она не приведет к восстановлению рынка офисной недвижимости. Скорее всего, это будет депрессивный сегмент в обозримом будущем. Так, ну вот такой график по поводу сделок в коммерческой недвижимости. Ну, как видите, вот колоссальный провал происходит. Это в части вопросов относительно инвестиций. А не прикупить ли мне какой-нибудь стрит-ритейл? Например, есть 10 миллионов рублей у человека свободными. Там куплю-ка я стрит-ритейл. Будет постоянный доход приносить? Не будет. В обозримом будущем точно не будет. Вот. Здесь что примечательно? Падает офисная недвижимость, торговая недвижимость, но при этом логистические центры растут и в стоимости, и в объеме продаж. Ну и производственная промышленная недвижимость занимает промежуточное положение, то есть она в таком подвешенном состоянии находится. Опять же, эти мировые тенденции, они не находятся в полном отражении в России. У нас ситуация несколько своеобразная. И что примечательно, если рассматривать западное полушарие, то на самом деле особого роста количества сделок по коммерческой недвижимости нету даже в тех регионах, которые не затронуты или минимально затронуты эпидемией. Но вот касательно рынка недвижимости Америки, предполагают, что абсолютно точно такое депрессивное негативное состояние будет до конца 2022 года. Точнее, до начала все-таки, по-моему, 2022 года. Вложения в коммерческую недвижимость упали на 50%. Но опять же обращу внимание, что более или менее интересны остаются те объекты, которые связаны с логистическими цепочками, всевозможные склады и то, что связано с центрами интернет-торговли, то есть где у них опорные пункты организуются. Ну, по сути, это что-то типа склад с небольшими торговыми офисными помещениями. То, что касается классических производств, то, что касается классических торговых офисных объектов в центрах больших городов,
этот сегмент находится в депрессии. И это очевидно, это не только в Соединенных Штатах, но и у нас. Причем, что характерно, у нас, как показал опыт 2008 года, вот эти все процессы, связанные с ценами на недвижимость, они принимают гипертрофический характер. Особенно это касается жилой недвижимости. Ну, коммерческой тоже, но по большей части жилой. Это связано с тем, что в России и в советское время, и по факту выхода из советского периода была нехватка недвижимости. То есть количество квадратных метров на одного человека, оно не соответствовало никаким мировым стандартам, кроме производственной недвижимости. Но та производственная недвижимость, она была построена по советским стандартам, она не отвечала и не отвечает требованиям нынешних реалий, и поэтому можно сказать, если мы, конечно, рассматриваем какие-то качественные объекты, то качественные объекты будут востребованы всегда. Но для того, чтобы выбрать качественный объект и в него вложиться, в объект, который будет приносить доход, нужно быть профессионалом и обладать волчьим чутьем. Вот. И потом все-таки с торговыми и с офисными объектами лучше не связываться вообще. Потому что мировой тренд, на самом деле, мне кажется, то, что касается торговли и офисов, это достаточно оптимистический прогноз. Потому как все идет к удаленке, к тому, что люди будут работать удаленно, ну либо в каких-то коворкингах, то есть где все напичкано, все сгруппировано. И поэтому, как ни крути, но вот эта недвижимость дорогущая в центрах крупных городов, в том числе и в Москве, она, скорее всего, будет проседать. Ну, какое-то время, наверное, поддержит высокие цены, арендные ставки, и потом как бы все равно столкнуться с тем, что спрос на нее упал, как ни крути. Ну и вот, собственно говоря, новая экономика – это удаленные рабочие места. То есть люди будут работать из домов, офисы будут сокращаться, так называемый офисный планктон, скорее всего, значительно сократится. Это существенный плюс, то есть уменьшатся у людей транзакционные издержки, связанные с поездками на работу, потери времени. Но здесь есть и негативный момент. Во-первых, удаленная работа, как показала практика, требует высокую самодисциплину, и люди будут с этим сталкиваться. И второй момент. Ну, смотрите, недвижимость, поездки – это то, что, в общем-то, один из объектов для налогообложения. Как человека можно обкладывать. Вот, соответственно, сейчас что можно ожидать? Будут выдумывать всякие поборы, всякие налоги, которые связаны с удаленной работой. Вот. Ну и в ближайшее время, я думаю, мы увидим много интересных законов и новых налоговых норм, которые будут связаны с тем, что будут искать точки, как людей еще обложить. Вот это негативный момент. Во всем остальном я вижу только позитивные моменты, связанные с удаленной работой или ведением удаленного бизнеса. Итак, друзья, резюмирую ситуацию с недвижимостью. С моей точки зрения, недвижимость, то, что касается торговли и офисов, это не очень хороший инвестиционный инструмент, если в этом деле не профессионал. Жилая недвижимость, с моей точки зрения, должна приобретаться как объект потребления, то есть вы в ней живете. Интересное положение с всевозможными логистическими центрами и складами класса А и Б по международной классификации. Вот здесь как бы, скорее всего, этот рынок будет подрастать. Вот. Но офисы, стрит-ритейл, я думаю, это все должно остаться в прошлом. То, что произошло в Вегасе, должно остаться в Вегасе. Так, давайте рассмотрим, что у нас по позициям на форсе. Так, друзья, по фьючерсу РТС юридические лица делают ставку на рост индекса РТС. По Сбербанку здесь ставка на боковик. Газпром, здесь ждут коррекционный откат. ГМК, здесь тоже ставка на небольшой коррекционный откат. Доллар-рубль, ну здесь ставка на рост, на то, что доллар будет против рубля расти. Опять же, это не значит, что он прям вот вырастет и улетит там на 80, нет. Если на рынке будет благоприятная ситуация, может быть коротенький задерг и потом возврат в проторговку. Вот. Но здесь, судя по изменению позиций, ждут именно хорошее движение наверх на укрепление доллара. Евро-рубль. Здесь тоже ставка на рост евро против рубля, как и в случае с долларом. Так, и о чудо. Делают ставку на то, что евро против доллара сегодня будет расти. То
То есть здесь небольшой диссонанс, рост евро против доллара — это риск он, и соответственно мы видим, что несмотря на это делают ставку на рост доллара и евро против рубля. Но на самом деле здесь ничего такого неожиданного нет. Вчера прошел аукцион ОФЗ, и по статистике вчера вечером, сегодня в течение дня рубль должен немножко ослабнуть, хотя бы немножко. Так, ждут укрепления фунта стерлингов против доллара юридические лица. По нефти здесь ожидание роста, то есть сделали ставку на рост. Но, обращаю внимание, волшебный физик в нефть пока не залез. То есть он не делает ставку на рост нефти. Серебро. Здесь ставка на то, что серебро продолжит снижение. Золото. Здесь тоже ставка на то, что золото будет снижаться. Природный газ. Здесь ставка на рост цен на природный газ. Так, друзья, Китай сегодня показал отличный рост. Это дает нам шанс на то, что российский рынок сегодня тоже порастет, в той или иной степени возьмет реванш. Так, друзья, далее нефть Brent. Здесь отлично закрепились на 44 вчера. И на сегодня, как я вижу, здесь наиболее вероятный сценарий — это движение наверх. Как только будет пробой 44 и 35, будет импульс движения на 44,7, 44,75, вот сюда, вот в эту область. Вот. Этот сценарий не сработает на рост нефти, если пойдет движение вниз и пробитие 44, 44, 43,85. Вот если этот диапазон пробьет, рост нефти на сегодня не сработает. Вот. Но пока на текущий момент больше факторов указывает на то, что пойдет рост, сначала пробой 44,35, потом движение вот сюда, в этот диапазон. Так, друзья, то, что касается драгметаллов, здесь пришли на 1860, покололи 1855, пока не пробили. Вот если этот диапазон будет пробит, то высока вероятность того, что отсюда мы увидим движение по направлению к 1815. Ну и первая промежуточная цель 1850, потом 1830 и потом 1815. Вопрос только в том, будет или не будет сегодня пробит этот диапазон. Юридические лица поставили на то, что золото будет проседать. Но текущая ситуация, должен вам сказать, высока вероятность того, что сейчас отсюда произойдет отбой. И цель этого отбоя будет движение на 1867, вот сюда вот. В каком случае этого не произойдет? Этого не произойдет, если будет повторный задерг вниз и пробитие 1855. Если таковое происходит, то мы по золоту можем начать очень сильно двигаться вниз. Пока здесь больше факторов указывает на то, что в обозримом будущем, там 1, 2, 3, 4 часа, может произойти отбой и движение на 1867. Так, друзья, далее рубль-доллар. Технически по дневному таймфрейму здесь картина по сути указывает на то, что должен быть корректирующий отскок. Цель его движения находится на 77.35. Если развивается противоход и мы получаем пробитие повторное 75,5, то в этой ситуации высока вероятность того, что следующая цель движения это 75,15, 73, 74,85, вот сюда вот. Так, ну и по часовику сейчас на открытии либо будет пробой 75,75 и уход на 75,52, вот сюда вот в этот диапазон. Или же здесь, если возникает импульс и пробой 76,1, то у нас цель движения первая это 76,3 и потом соответственно движение, цель которого будет на 76,5, вот сюда вот. В идеале сходить на 77,35, но учитывая позитивную динамику цен на нефть, ну посмотрим, мне кажется сейчас пока такое движение не реализуется. Но опять же, если будет пробит 76,5, вот этот уровень, и здесь произойдет закрепление, то достаточно быстро может произойти либо движение, либо хотя бы задерг на 77.35. Так, евро-рубль. Евро-рубль tomorrow, дневной таймфрейм. Здесь мы подошли к существенной поддержке, которая 90,1. Вот. Если на открытие пробой на движение, цель которого будет 89,9, 89,95, вот этого диапазончика, то у нас следующий импульс на 89,6. И вообще перспектива открывается движение на 88,8, 88,5, вот сюда, вот в эту область. По часовому таймфрейму здесь
картина схожая с долларом, либо будет на открытии пробой 89.95, тогда мы уходим тестировать на пробой 89.75 и проваливаемся на 89.5. Но здесь все-таки, мне кажется, более вероятный сценарий с утра. Это пробитие 90,28 и отсюда задерг хотя бы на 90.45, а в идеале сходить на уровень 90.73. Вот. Но с учетом позитива по нефти, скорее всего, движение выше 90,5, 90.45, оно маловероятно. Все, друзья, спасибо за внимание.